Ты работала с детками в наших странах, ты работала с детками в Египте. Вот ты можешь рассказать сравнение обычных детей и вот, скажем, миксов? Да, да, конечно, об этом можно очень долго говорить. Но давай мы начнем с сегодняшнего утра. То есть вообще даже насколько отличаются, да, вообще любые страны друг от друга. Вот мы сегодня с тобой искали место, да, чтобы где-то уединиться, чтобы нас не снесло ветром, там не замело песком. И что? Это очень сложно. Все кафе закрыты. И сюда мы пришли с тобой, заказали кофе, а нам что сказали? Ты говоришь, один сахар. Нам сложил 1+1, 2 и положил в одно кофе 2 сахара. Нормально? Ну, то есть вообще, мне такое ощущение, что у них вообще генетически заложена по-другому работа мозга. Вот. А все, что касается детей, даже не знаю, с чего начать. Ну, всем это понятно, что это все идет из семьи, и большей части, да, и воспитание там и так далее. Но мне кажется, это вот, мое сугубо, наверное, мнение, я думаю, все мамочки со мной согласятся, кто воспитывает именно детей миксов. Насколько креативные дети, уже можно сказать, вот прямо с рождения, насколько они другие. Вот, что... И в то же время очень сложно. Вообще воспитание, это же целый институт, а то и два. А с детьми-миксами именно миксы там русский египтянин, украинец египтянин, поляк египтянин, там, разные миксы, но вторая половина именно египетская, но это очень-очень-очень сложно воспитывать, очень сложно управлять, заинтересовать, договориться, ну и еще там многоточие. То есть, если можно взять некоторые примеры, там какую-то конкретную ситуацию рассказать, допустим, если это интересно. Все рассказывай, конечно. Так, допустим, дети свободолюбивые, как и взрослые, да, то есть сама страна, она живет свободно, то есть у них счастливых часов не наблюдают. Также и дети, чтобы они жили, например, в семье по режиму, то есть хотя бы по какому-то чуть-чуть там режимчику, нет вообще. То же самое происходит в детском саду. То есть вот чтобы их воспитать хотя бы чуть-чуть, чтобы они понимали, что утром это зарядка, это завтрак, там в 9-9:30, да, допустим, что это кашка, что у нас сейчас будет занятие, и посидеть 7-10 минут на стульчиках и послушать взрослого, и заинтересовать там каким-нибудь сюрпризным моментом, очень-очень сложно. Нужно миллион вариантов продумать в голове и донести до каждого ребенка. Даже если их будет 10 или 12 или 7, разницы никакой. То есть надо на каждого учитывать вот эту вот минуточку, чтобы ребенок тебя услышал. Угу. Вот ты прожила в Египте уже сколько лет, получается? Сейчас конкретно уже 2 скоро будет. Я имею в виду, что раньше, там, допустим, я начала ездить сюда с 2013 года. То есть приехала, уехала, по 4, по 3 раза приезжала, а потом вот этот вот период с этим самолетом, наверное, большая часть не ездила сюда. А сейчас я уже конкретно как-то села здесь. Как вот отразился Египет на твоем здоровье? Я же вообще пересмотрела свое отношение к себе. И, видимо, вот даже после ухода мамы я очень задумалась о том, что жизнь – это мгновение, это пух, это вот просто раз, и нет человека, раз, и все, и закончился твой этап в этом мире, на этой планете. Поэтому я просто сразу уехала сюда, и для меня здесь это вот морюшка. Я вообще человек такой, стараюсь вообще везде искать позитив. То есть вообще, вот я очень эмоциональный человек, и, соответственно, у меня стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Для меня много интересного я нахожу здесь. Я наблюдаю за людьми, за детьми, за собой. Не знаю, мне прям прекрасно себя чувствую здесь. Очень хорошо. Хотя мои девчонки тоже меня спрашивают: мама, зачем тебе этот Египет? Есть другие страны, поинтереснее, почище. Но мне здесь очень комфортно. Я не знаю, не хочу никого обидеть, но для меня это маленькая деревня. Моя деревня, моя родная, со своими минусами. Но вообще я люблю говорить с плюсами и с двойными плюсами. Вот так вот. То есть что-то не устраивает, я на это закрываю глаза. Это вообще, знаете, как говорят умные люди, да, что если тебя что-то не устраивает в окружении, в человеке, ищи эту проблему в себе. Вот и все. Если тебя что-то раздражает, но это точно не они виноваты в этом. Вот.
А вот что ты еще можешь сказать, наблюдая за детками-миксами? Может быть, они схватывают быстрее или что-то еще? Вот какие различия? Я не знаю, как это правильно определить, но такое ощущение, что вот если мне надо, он в 3 секунды это запоминает. И если мне не надо, как будто тебя вообще нет рядом. Он игнорирует тебя полностью. То есть вот настолько... Ну, у нас тоже есть, если я даже, я сейчас же еще работаю здесь и с русскими детьми, тоже с детьми-миксами, которые, так сказать, не прям египетские, да, то есть цивилизованные, классные родители, и дети тоже очень вспыльчивые, вот как египтяне, да, они в 2 секунды вспылили, через 5 минут, 3 минуты они уже хохочут, им классно. Это все равно, мне кажется, вот настолько генетически заложено. И если ты его заинтересовал, если ты вот энергетически ему подходишь, он растворяется в тебе. Вот правда. А если вот что-то не так, все, там ножки, ручки, истерики, мы не хотим, нам не надо, все. И альтернативы нет. Вот если чисто ребенка, допустим, там русского, чисто там европейца, я не знаю, как с европейцами я, наверное, не работала, не помню своей практики, их можно обхитрить, их можно переиграть, заинтересовать, отвлечь. Вот, допустим, если у нас ребенок даже маленький плачет, да, ты, о, смотри, какая птичка, ой, посмотри, что там, он так на секунду замирает и ищет глазами, и потом он либо плачет, либо уже улыбается. С египетскими детьми это не проходит. Вот если он плачет, там, или, допустим, у него какая-то истерика, вот он упал, там все, бесполезно. Вот бесполезно. Еще вот такая история, я не знаю, это все дети делали миксы, я ни одного не увидела, что по-другому. Если что-то его не устраивает, они сразу падают на пол. Вот просто падают и плакать начинают. Вот такое ощущение, что у них слезки прям находятся где-то в области ресничек, они вот так и вот так вот, фонтан. Да. Да. Слушай, а как это так? Это вот из семьи идет? Вот откуда это все? Мне кажется, да, нет. И частично да, но в основном, мне кажется, это все-таки вот какая-то египетская сила. Не знаю, я так думаю, что по-другому никак. Эмоциональный фон такой сильный, да? Угу. Вот эти вот качели. Они в отношениях же такие, вот они вырастают, и прям качели. И вот у меня есть мальчик один, вот в садике, где я работала, Олечка, привет. Там вот он либо дерется, через 2 минуты 5 он успокаивается, он идет, тебя обнимает, не разговаривает ребенок, он тебя обнимает, целует, вот настолько ему классно с тобой, но он тут же может тебя использовать. Это я так называю. То есть, если он плачет и забирает игрушку, ему вообще фиолетово, взрослый ты, маленький, не нравится, пошел в ход кулак. Если взрослый подошел и справедливо пытается разделить эту ситуацию и разрешить, он просто падает на пол, начинает истерить, и ты его не поднимешь, ты его ничем не уговоришь. Ему нужно дать этот момент, чтобы он проревелся, потом все успокоился, он тебя понимает четко, но вот ты просто для него уже не существуешь в эту секунду. Потом он все, давай, или ты сама к нему подходишь, а вот такая тоже есть ситуация у египетских детей, вот у миксов, что они могут не подойти к тебе, вот просто. Если наш ребенок плачет, он идет, да, то вот миксы, они, как правило, ждут, когда ты подойдешь. Тоже вот такая есть история интересная. Вот потом, ты идешь, конечно, потому что тебе надо ребенка успокоить. Подходишь, спрашиваешь, он тебя обнимает. То есть это же тоже вид манипуляции? Конечно. А потом мы удивляемся, что-то мужчина так себе, типа абьюза, нет? Вот я разговаривала именно с мужчинами русскоговорящими, египетскими. Как я говорю, почему ваши дети сразу бьют по лицу? Вот знаешь, вот это хлопочек у них такой есть, что я прям очень его люблю. И мужчины так делают. А еще есть такая фишка, они все плюются. То есть, если ты очень его раздражаешь, и ты не смог забрать игрушку, или не смог там сесть на качелю, или просто не добился какой-то ситуации, он просто вот так тебе прям плюет. Неважно, ты взрослый или ребенок, он прям плюет. Что говорят мужчины местные? Я не могла понять, почему это так происходит. Потом я увидела это на пляже, я увидела среди гуляющих египтян, что это делают дома, в семье. Как он говорит, например, ребенок растет, он говорит, иди маму ударь. Он ударил маму, они ха-ха-ха, как шутка. А иди маму плюнь. Маму плюет, и опять папа ха-ха-ха, браво. Игра такая. И ребенок не понимает, что это плохо. Вот. Поэтому... То есть это норм? Я в шоке.
И я в шоке. И я долго не могла понять. Я вот сколько мы уже, вот, ну, я работала там 4, там, 5 месяцев, 4, да, получается. Есть вещи, которые я до сих пор не поняла. То есть как мне дальше с ними вообще сотрудничать, как найти вот эту середину, вот этот вот центр, что ими управляет, куда направить вот эту энергию. Их энергии много, эмоций много. И это же не только мальчики, и девочки также себя ведут. То есть тут не подразделяется. То есть вот если у нас это же унизительно, да, то есть, ну, как бы, ну, может быть, это старое слово, неважно, но это я считаю, что, ну, во-первых, очень некрасиво, да, когда тебя кто-то вслед плюнул. Ну, представляешь, мы два взрослых говорили, я взяла такая плюнула. Ну, как это, да, вот, то есть для нас это нигде даже в голове не укладывается. А для них, причем для маленьких этих деток, я же работала на группе 2-3 годика, там 3,5, они же масюсенькие, многие из них не разговаривают, плеваться они могут. Более того, они уже могут даже пальчик показать. Вот так? Угу. Они вот так могут показать. Я говорю, а что это значит? Они мне так головой кивают. Типа, ну, есть кто-то говорит, что это нехорошо, они знают, что это плохо. Это что? Я даже до сих пор не знаю, что это. Да, Плохо. Угу. Вот. Ну, опять же, если мы говорим уже о взрослой, да, психологии, то есть если ты плюнул, ребенок плюнул в человека, он же понимает, зачем он плюнул, то есть он не смог его ударить, он не смог его овладеть, ну, той ситуацией, игрушкой, ну, неважно, да, там, или его там сильнее ударили, и он плюнул. Но То есть это завершающая такая кульминация, я все равно тебя сделал, получается так? Ну да, это как бы форма абьюза. Это 3 года ребенку. Ну, блин, не хочется говорить, да, это же все-таки, ну, такое не очень приятное, да, но хотя, если говорить о их вот развитии, да, вот это вот миксовые дети, мне кажется, они такие умные, ну, то есть вот... Просто их надо направлять, развивать. Да, там такая мощь, я вот смотрю, даже детки, которые вот эти египетские, да, просто египетские, я уж не о миксах говорю, они же знают буквально, ну, это минимум 2 языка, минимум, а то и 3. А если семья, допустим, украинская, да, они же говорят и на украинском, и на русском, и на арабском, еще и на английском, да, у них есть, ну, у меня у самой внук микс, он поздно начал говорить, но он же говорит на английском, он говорит на русском, ну, к сожалению, папа не разговаривает на арабском с ним, а тут-то разговаривает, он же слышит, представляешь, тут же на скольких языках говорят, да, то есть... Я думаю, что с моего интервью ни в коем случае не должны мамочки делать, ну, вообще родители делать выводы о том, что у нас прям капец какие дети сложные. На самом деле они очень талантливые, но учитывая то, что здесь в Египте очень мало развлечений, очень мало каких-то... Хотя люди, родители, которые занимаются своими детьми, они находят и всякие кружки, и занятия и так далее. Смотрите, какая ситуация вообще, ну вот если по Хургаде судить. Как правило, многие семьи, вот миксы, ну здесь, я не знаю почему, они остаются мамочки одни. Соответственно, мамочки начинают заниматься работой, да, чтобы там содержать свою семью, там, своих бэбиков. И ребенок как будто бы сваливается на плечи там, школы, детского сада. Но мы же все взрослые люди, мы же понимаем, что так не должно быть. Да? То есть дети всегда требуют любовь и внимание. И самое-то главное, что вот в этих детях-миксах безумное количество энергии, безумное количество талантов. И если вы не будете направлять, наши любимые родители, эту энергию в нужное русло, то завтра детки эти останутся на улице и будут заниматься ровно тем, чем занимаются тут детки на улице. И можно это не озвучивать, вы сами все прекрасно понимаете, что здесь все в доступе не очень хорошее. Поэтому вот прям одной-то любви, заботы и там денег, питания, одевания недостаточно. И я вот прям просто призываю родителей, чтобы они занимались детками, чтобы отдавали в какие-то... Да вообще, мне кажется, вот даже полчаса, там 40 минут в день беседы с родителями, там даже, ну, элементарно, даже заниматься здоровьем. То есть дети очень слабые, мышцы очень слабые, как правило, дети мало гуляют, это быстренько домой, быстренько на такси, быстренько в детский сад, быстренько в школу, и все, и на этом родители очень заняты. Ну, это все понятно. А дитё-то для чего? Мы же работаем для него, да, зарабатываем для него. Ну,
по большому-то счету, да? Так что мы должны сделать? Так как мы должны развивать-то ребенка? Хотя бы элементарные какие-то вещи мы же должны делать. Я не говорю о всех. Я, знаете, хочу сказать, что есть очень хорошие семьи, есть очень заботливые семьи, и дети очень развитые, прямо вот и танцующие, и поющие, и футболисты, там, и папы проводят много времени с детьми. Вот буквально недавно опять я наблюдала за одной семьей. 15 лет живут мама русская украинка, папа египтянин, мусульманин, занимаются детьми, двое мальчишек прекрасных, они вместе играют, вместе гуляют, и вообще абсолютная идиллия в семье, то есть это не фарс, он не смотрит куда-то там налево, он весь в семье, она вообще абсолютно удовлетворенная женщина, занимающаяся семьей, у нее нет какой-то паники, там нет невроза, это прям видно со стороны. Поэтому я думаю, не все так плохо, как нам кажется, просто нужно, опять же говорю, если спуститься опять на уровень ребятишек, надо ими заниматься. Просто нужно им вот все вот это вот их... Но опять же, знаете как, наших детей там направил, они идут себе там, да, кто-то прям подчиняется, кто-то там, может быть, нет. А эти-то дети, они же свободолюбивые. Тут сложность в том, чтобы их и не сломать, и в то же время заинтересовать, и найти именно то направление, что им интересно. Да, это работа, это немалый труд, большой, объемный труд, но это же наши дети. Вы знаете, что хочу сказать? Вот по поводу миксов детей. Вообще дети все такие, да, но до определенного возраста наши дети говорят о своих эмоциях, да, то есть вообще говорят, дети это детекторы. То есть не надо никакой гадалки ходить, ты спросишь ребенка, он тебе скажет, who. Дети-миксы, это такая прелесть. Они каждую минуту, каждую секунду говорят, как они тебя любят. Это просто, это такое очарование, насколько они ласковые, насколько они, не стесняются говорить о своих эмоциях. Как, собственно, да, и местные жители. То есть ты идешь на улице, если ты классно выглядишь или просто что-то в тебе не так, как во всех, они тебе говорят сразу, что ты красивая, что ты там гамиля, ты beautiful, там еще что-то, тебе все улыбаются, и это классно. И дети, они это вот настолько, у них это заложено. Их вот никто не воспитывает же, не говорит же там, ты пойдешь по улице и скажи, как ты любишь вон ту тетеньку, которая красивая. Они прям это говорят. И они, когда вот даже мы уезжаем, они расстаются с тобой, они говорят, я тебя люблю, я в тебя скучаю. Это так мило вообще. Наши детки, конечно, в этом плане немножко зажаты. Вот. Но я же говорю, эмоций море, потенциала несметное количество. Вот главное, надо вот правильно его направить. Скажи. Я такая мальчика веселая. Ага. Когда это мне подарил мой зятек, который еще даже не был моим зятьком, как-то на 8 марта принес футболку, я вообще сама офигела, думаю, это я в 99 лет. А потом мне одна моя приятельница говорит, 101, но теперь я тебе говорю, это я в 101 год. Классно выгляжу. Побрякушки всякие себе вот навесила здесь в Египте, мне очень нравится. Да, я кайфую, вообще, мне нравится. Тебе Египет, он делает тебя счастливым, да? Да. Знаете, как говорят уже это много лет, да, хочешь поднять себе самооценку, езжай в Египет. Даже если ты какая-то большая, кривая, там еще какая-то, все равно все говорят, что ты красивая. Так и есть. Вот. Классно, не знаю, мне здесь классно, не знаю, вот я правда, я кайфую, я даже вот выхожу на улицу, с полной серьезностью говорю, я ничего не боюсь. Ничего и никого. Конечно, там по закоулкам не хожу, но просто хочу сказать, что я настолько здесь умиротворенная, мне классно. Во-первых, вот правда, короткие улицы, люди, в принципе, одни и те же, да, то есть, и хочешь ты не хочешь, ты идешь с тобой здороваться, еще и по имени называют. Я думаю, я их не знаю, они меня все знают. Как в своей деревне. Вот когда я приезжаю к маме, я иду, дети, подростки, 11 класс, 1 класс, ляльки в коляске, дядь-тети, здравствуйте. Все здороваются. Это прям прелесть какой-то. Здесь то же самое. Ты идешь, каждый второй египтянин с тобой здоровается. Серьезно, вот вчера, нисколько не вру, иду вчера с пляжа, замотала голову, потому как, ветер, вода там и так далее. Идет женщина русская, взрослая, обгоняет меня, говорит, красотка. Я такая, здрасте, спасибо.
представляешь, это что творит Египет с людьми? То есть разве в России женщина могла бы себе позволить подойти вообще проходящий еще другой, такой же сказать, классно, молодец. Слушай, я тоже это делаю. Вот, я же говорю. Один раз идет такая африканка, знаешь, ну, с такими волосами. А я как египтяне, я так иду, просто говорю, beautiful. Знаешь, вот на кого-то положительно, да? Тебе говорю же. Да, спасибо. Я просто хочу сказать, есть женщины, которые здесь много лет живут, они почему-то наоборот зацикливаются, я не знаю на чем, они не ходят на море, они начинают употреблять спиртное, они почему-то все время говорят в каком-то негативном ключе. А почему? Вы сюда что приехали-то? Либо это уже возрастные изменения, либо человек сам по себе токсичен. Это потому что энергия Земли очень мощная, и она раскрывает всю внутрянку, то есть все усиливает то, что есть внутри. Да, мне даже дочь говорит, мама, где находятся пирамиды, и ты там до сих пор не была, я правда до сих пор еще никуда не съездила ни на одну экскурсию, она говорит, мам, там же мощнейшая земля, езжай, просто открывай свой потенциал. Давай. Вот. И что хочу сказать. На самом деле, знаешь, вот по поводу вот этой вот раскрытия человека на вот этой мощной земле, может действительно в каждом человеке открывается то, что было внутри заложено. Как-то однажды, вот расскажу прям случай из своей жизни, я пришла в храм. Это было очень давно. И бабульки, которые там работают, я ставлю свечу, она даже вот только я загорелась, да, она приходит, ее тушит и выбрасывает. Я опять подхожу. Я говорю, пожалуйста, я же только ее поставила. Да. Короче, я потом в какой-то момент выходит батюшка, я говорю, так и так. Я говорю, зачем они это делают? Я понимаю, что, может, потом на службе надо куда-то там вставлять, но там же очень много свечей лежит, там ящик специальный и так далее. Он мне говорит, я говорю, почему они такие злые, бабушки здесь? Знаешь, что он сказал мне? А представьте, если бы они остались в миру, что бы они натворили? Вы вообще на них не злитесь. Слава Богу, что они сюда пришли в храм. Они здесь, например, что-то попакостят, а потом они все равно исповедуются и попросят прощения. И потом опять. Это вы же не к ним пришли, а к Богу. Я говорю, мне, конечно, да, вообще было много чего непонятно. И я себе просто говорю, если она в храме, такая, да, не может освободиться от своей вот этой токсичности, злости, да, а что бы она творила в миру, да, на самом деле он же прав, хорошо, и также здесь эти женщины приезжают, а это силище, да, там же тысячелетия, да, вот эта вот магическая земля, конечно, а кто-то приезжает сюда открыться и открывается в прямом смысле этого слова, либо он получает еще больше позитива, и радуется, да, и говорит, как я тебя люблю, и как мне классно здесь, и принимает эту любовь. Или наоборот. То есть выходит полное отрицание, и все, что ему говорят, там, допустим, вслед или рядом, да, это все неправда, это все фу-фу-фу. Наверное, так, да. Так я говорю, эти детки, даже опять возвращаясь к этой же теме, они же, мощнейшие, плюс это же энергия Земли, она же все равно, никуда ее не денешь, да, сила природы. Я каждый раз смотрю на этот шторм, думаю, это ж надо как, где-то там землетрясение, а море у нас здесь волнуется, да, и выдает нам тоже, неприятные какие-то вещи. Это, насколько все закономерно. И мы же не можем совладать, да, с этой энергией, которая дана уже изначально, да, свыше этому дитю. Нам надо только, присоединиться к нему и помочь, направить, не ломать его, там, не переделывать, там, а именно пусть он идет параллельно, покажи дорогу, эту выбери. Это очень легко. Я сейчас слушаю Ирину Ковалеву, мне так нравится, она психотерапевт, она, наверное. Боже, она такие вещи прикольные говорит. Просто надо услышать, каждой мамочке, каждой женщине в доме, да, чтобы не сломать этого подростка, чтобы полюбить заново своего мужчину, там, не ругать его за те носки, которые он там в прошлом году бросил в кровати. Вещи такие очень, прям в точечку. И если каждый, это же работа над собой. Семья же, понятно, да, что и семья, и детки, это все работа именно над собой. Мы же проектируем на детей свои какие-то недостающие звенья. То есть я что не доделала, я сейчас воплощу в нем. Это вообще грубейшая ошибка. Мы очень много беседуем со своей средней дочкой. И она мне говорит, тоже там же в интернете, мы слышали Садхгуру, и он говорит, если ваши дети родились на несколько лет позже, чем вы,
Это же не значит, что вы должны ими управлять. Это же значит, что он тоже личность, но просто он еще не вырос. Но с чего вы взяли, что он не умнее вас? Он намного умнее, намного перспективнее. Но мы-то с этим согласиться не можем, нам уже сложно с этим согласиться. Кто королева? Я королева, я мама. Я так сказала. Нет. Наше эго страдает, конечно. Ну как же мы себя... нас же тоже ломали в детстве. А как же я сейчас... Во-первых, знаете, самое страшное, что многие люди, мы, женщины, да, недолюбленные мамой, без папы росли, да, что здесь прямо сейчас через одного, да, папы там уходят, да, допустим, да, и потом, ну, немножко другой менталитет в этой стране. Ну, не немножко, а немножко. Вот. И мы что, проектируем на любовь, эту любовь, не любовь на своего дитё. Мы как будто бы любим, а если я не умею любить, как я научу тебя любить? Своего ребенка, как я научу? Никак. Я себя должна научиться любить, да, и потом проектировать на ребенка. Вот вообще, если семья очень положительная, да, во всех сферах, ребенок растет вот прям в позитиве. И если в семье абьюз, если в семье ругань, вот эти вот унижения, громкие эти разговоры, да, ребенок все это проецирует потом в социуме. Ну, это же понятно, такие простые вещи. Но, к сожалению, да, вот поработав с детьми, я понимаю, что многие родители вообще не считают, что это их проблема. Как правило, они думают, вот отдали в школу, в садик, и все, давайте вы там, я тебе плачу деньги, вот ты занимайся. Так не должно быть. Детям нужно только любовь и внимание родителей, все. Только за это они всю жизнь вот борются. Потом, конечно, они, когда чуть-чуть вырастают, они понимают, о, шмотки, машины, там, такое-то образование, опять это наше, это мы навязали ребенку.